Зовут меня Владимир, 62-го года. Ну, это, может, для кого-то не обязательно. Просто в одно время так получилось, что я познакомился с ребятами и начали заниматься поиском, подъемом и реставрацией танков. Мало кто сейчас в живых со стариков, вот, участников остались, которые знают, где что-то вот затонуло, поэтому где-то по архивным данным, а где-то просто ходишь, потому что кто-то где-то услышал звук, и потом передается с поколения в поколение, и получается, что у каждой деревни по танку, по самолету, и все. А это, представь, проходишь на болото, оно километров 10 в диаметре, там, и здесь где-то самолет или танк. Если вам нужен Wi-Fi, точнее... Вова, здесь все равно так делать нельзя. Ты в любом случае, если ты встал и больше 3 секунд, 4 народ полезет слазить, как бы ты ни хотел. Тут надо сигнал давать ему и предупреждать ему, что если пока не заглушу машину или не дам сигнал, что все. А ты перед воротами подъехал, вижу, ворота немножко узковаты. Думаю, ну, значит, пацан хочет, чтобы я открыл. Оказывается, он не хотел. Только прыгайте. А он переключился и поехал, блин. Мне получалось, вышвырнул останки. Я же тихонько поехал. Блин, и траки перед лицом. Кому-то нравится рыбки, там смотреть кораллы какие-то, кому-то просто на глубину погружаться, то есть на экстремально большие глубины. Кому-то на задержке дыхания нырять, кому-то охотиться. Для меня лично, мне больше всего нравится, конечно, это, как у нас называется, по железу лазить, то есть по затонувшим кораблям. Вот, впечатляет, конечно, и с никаким адреналином сравнить нельзя. Это восторг, причем восторг всех. То есть того, кто нашел, потом, когда он выскочил, есть, заорал, там, значит, все там тоже начинают скакать, танцевать, это супер, конечно. И потом все это движение, которое начинается на этом месте, вокруг этого объекта, это, конечно, тоже там все очень затягивает, и воодушевление там обычно до последнего самого момента не пропадает. Что, тоже его нашли? Да, лежал на дне мертвый водолаз, сняли с тела. Шучу. Просто для коллекции. Латунное лезвие. А для чего латунное? Как думаете? Ну, чтобы не окислялось, не ржавело. Нет, антимагнитное. Чтобы можно было подводные магнитные мины разминировать. Меня зовут Максим Якушев. По образованию электросварщик. В принципе, для такой работы нужная профессия. Но это где-то было 2008-2009 год. Попросил отца, возьми на работу с собой. Все равно ничего не делал. И мне руки замарать, как говорится, это не белоручка. Так что мне нравится вот работать с техникой. Кружка сварщика. Кто так мешает, что дырки прочел? Ну ладно, ладно. Расскажи, вот как ты это нырял. Первый опыт ныряния с аквалангом на Припяти. По колено в воде. Пытался вдохнуть. Нашли брата. То баллон, да, повесили, а открыть забыли. Да, дайверы сплошные. Понятное дело, что все приходит с опытом и так сказать, с багажом знаний, полученных через обучение. Вот. Но дайверу тоже нужно контролировать достаточно много параметров. Работоспособность первой и второй ступени регулятора, проверка того, нормальный ли воздух туда закачан, потому что может Вася, как говорится, из компрессора, от которого у него отбойный молоток прекрасно работает, может забить нам баллон так, что мало не покажется. Дело в том, что все газы, которые, в общем-то, вредные газы, которые содержатся в воздухе при нормальных условиях, в городе особенно, на глубине активность их повышается в десятки, в сотни раз. Конечно,
Для меня это было новое, заняться этой работой, реставрацией. Поначалу, расскажу, даже мне это особо не нравилось. Но потихоньку начал втягивать, и вот уже результат на то, что я по сей день занимаюсь этой работой. То есть, по крайней мере, уже 15 лет. Вот сейчас в данный момент мы находимся возле нашего ангара, где мы выполняем все работы по реставрации. Конечно, у нас тут немножко беспорядок, много железа. Вот с этого металла, который вроде как и не нужный металлолом, мы подбираем и делаем нужные элементы для наших будущих реплик, а также ходовых оригинальных машин, которых у нас не достает. Ну а это у нас печка. Простая армейская печка, на которой в зимнее время, да и порой сейчас мы готовим. Вы видите, когда сюда мы забросили, огонек, все, пламя отсюда можно поставить, пламя пойдет. И нормально. В зимнее время, когда морозики, да. Потому что топор, который здесь хороший, колонн был, Вова свез, пока не привез. Ну ничего, привезет, никуда не денется. Я вообще мечтал в детстве быть океанологом. Ну, в связи, конечно, опять же, с книгами Кусто. Ну, получилось как-то немножко. Не совсем океанолог, но вроде как где-то рядом, да. Носи баллоны. Что это за несанкционный вывоз баллонов? Да. Тут не это самое. Определили после зимы точное место? Ну, зимой-то определили, а сейчас-то там, блин, вода сильно упала, опять все поменялось. Возможно, то есть прежде всего нам придется, конечно же, опять ее локализовать, то есть найти. Потом уже посмотрим, либо на салазки ее поставим и будем вытягивать, либо просто напрямую как-то пытаться. Течение там сейчас не сильное, так что работать должно быть нормально. Глубина там сейчас максимальная, порядка 4 метров максимум будет, так что все должно быть окей. Репку! Репку! Ладно, отойди. Там какие-то ручки есть на колесах? Есть. Паны, а тут еще... Ну и что, топливный бак. Поверни боком. Нормально. Не, низко. Нормально отпуска. Все, не защел. Дед сказал, дед сделал. А ты уже дедовщины нет. Вот у нас дед. Да. Такой. Смотри, сейчас ему опустится и будет черпать. Манипулятор. На первый взгляд, конечно, можно сказать, что процент износа и все ржавчины, ну, я так думаю, процентов 40, ё-моё, она как бы поедена. Особенно вот считаю, что защитные передние щиты, да, придется какую-то часть даже их изменить.
Хотя машинка, видно, такая вот приятная, маленькая, уютная. По архивным данным, как я даже тоже читал, ее очень нахваливали не только в РККА, но также она очень широко использовалась в немецкой армии. Сколько ржавчины, если посмотреть из боков. Это еще из-за того, что проточная вода на реке, поэтому доступ кислорода. И вот если было болото, вообще было идеальное состояние. Кажется, сколько прошло. Болты без всяких раскручиваются. Всегда хорошо, когда достал и разбирать. Разницы нет. Песок, там не песок. Когда влага, она не дает сильно ржавчины. Когда уже год там или сколько простоит, когда и разобрать плохо. Мы делаем сейчас второй лист защиты, бронелист защиты расчета пушки. Это второй с внутренней стороны, который стоит. Всего их два на пушке. Один тот, который мы уже до этого сделали. И вот мы приступили ко второму листу. Радиус, конечно, мы уже определили по оставшимся деталям. Это был где-то радиус 21 сантиметр. Ну, сейчас нам надо его вырезать, а учитывая того, что остальных элементов нету, дополняющих всю форму и масштаб, все приходится делать из того масштаба, что у нас есть. Конечно, это очень тяжело, но да. Ну, куда ты на солнце бежишь? Счастливо давай. Ну. Девочка, лапочка. Классная девчонка. Любит, скучает. Постоянно, как не успела уехать, начинает спрашивать: папа, когда ты приедешь? Самое дорогое, так сказать, любимое. И еще и вот, когда был здесь праздник, День танкиста, она очень даже плакала, что не сможет сюда приехать. Так что она в школе еще учится хореографии, танцует. И вот ей там получилось на дожинке местной, ей пришлось танцевать. И поэтому ее мама не отпустила с лап. Идешь сюда? Она, бедняжка, плакала и спрашивала, когда же еще такие будут праздники на линии. Я говорю, ну, больше не переживай. Все равно мы с тобой еще съедем на линию и покатаемся там. Пахнет жарко. Суп. А еще не готов. Не готов? А что это у тебя подцеплено? Да. Пластмасска, какая-то бумага. Хорошо поработали, можно хорошо и поесть. А хлеб? Подай. Будешь? Ты вкуску будешь? Да. Ну, ты как кулак. На себя не будет. Ну что делал? Нравится тут? Ну видишь, ем, конечно. Ну, вкусно. Знаешь, удивительно то, что все очень хорошо им поддалось. Учитывая то, что очень большое время пролежала пушка в воде, но все открутилось и все разобралось. То есть никакого такой сложности нам это не создало. Учитывая то, что мы же каждую деталь разобрали и почистили, подготовили в то состояние, которым она
должно быть. Ну, я так думаю, что более там 300-400 деталей. Находках, так как в Двине, вот в районе Улы, когда ребята достали, провезли на линию Сталина, передали ее для реставрации. И вот руками нашей группы она будет сделана, примет первоначальный вид, я уверен в этом, и будет достойным экспонатом, действующим экспонатом на историко-культурном комплексе линии Сталина. Ты уже докрутил. Хорош. Да я зажму, чтобы мне больше после нас никто не разобрал. Да не надо. Просто я хочу посмотреть, правильно ли мы думаем, то что... Все, снимай дальше. Сейчас, давай. Смотри, оп. Идет. Ай, как работает классно. Ты погляди, моя. Ну чего, моя? Все лайки получите. Я считаю, что настоящие уникальные специалисты, потому что можно быть инженером, можно быть механиком, но не иметь души к этому, потому что если человек не вкладывает душу, это получится все равно в Баграгате, они делают шедевры.